Всем привет! И сегодня мы разберем, что такое S&P 500. S&P 500 – это индекс фондового рынка, отслеживающий акции крупнейших по капитализации американских компаний, которые котируются на Нью-Йоркской бирже и NASDAQ. Из названия следует, что в S&P 500 входят 500 компаний, но на деле это число немножко отличается. На 30 июня 2023 года индекс состоял из 503 акций. Это связано с тем, что некоторые компании имеют несколько классов акций, такие компании как Google, Fox и медиахолдинг News Corp. С чего все начиналось? Индекс начал свое появление в 1923 году, но был очень далек от того, каким мы его знаем сейчас. Шли годы, и новый индекс был представлен для прессы 27 февраля 1957 года в Нью-Йорке. Лью Шелбах, редактор Standard & Poor's, директор по связям с общественностью и экономист, представил собравшимся новый индекс, который на тот момент назывался Standard 500, и введенные улучшения, которые позволят сделать его настоящим индикатором американского рынка. Это стало возможным благодаря новому электронно-вычислительному методу, разработанному компанией Melper из Бостона. Показатели компании считались не просто ежедневно, а ежечасно. Благодаря этой новой технологии S&P могло бы охватить все акции, торгуемые на Нью-Йоркской фондовой бирже. Однако была проблема. Некоторые акции продавались так мало и редко, что для них больше не было места в индексе. В результате Лью Шелбах и его коллега Джордж Олсон пересмотрели список, чтобы найти наиболее значимые акции. В конечном итоге они отобрали 500 компаний, 425 промышленных, 25 железнодорожных и 50 коммунальных хозяйств, которые они считали наиболее представительными. На долю этих 500 акций приходилось более 90% общего объема акций в США. Таким образом, индекс был введен рейтинговой компанией Standard & Poor's для отражения ситуации в экономике страны. Учитывая то, что в нем представлены акции ведущих компаний США, глядя на динамику его изменений, можно получить представление о взлетах и падениях экономики страны в разные периоды. Индекс Dow Jones был в свое время самым известным списком американских компаний. Однако, поскольку он включает в себя только акции 30 компаний, большинство экспертов согласны с тем, что именно S&P 500 является лучшим отражением рынка США. Часто можно услышать, что его еще называют индексом широкого рынка. Это связано с тем, что в него входят компании практически из всех секторов экономики, поэтому индекс часто используется трейдерами, чтобы смотреть на направление рыночного движения. Что из себя представляет S&P 500 сегодня? На сегодняшний день индекс включает в себя акции 500 ведущих корпораций США, охватывая примерно 80% от совокупной рыночной стоимости их выпущенных акций. Аналогично другим крупным индексам, S&P 500 использует глобальный стандарт классификации отраслей для разделения компаний на секторы, такие как энергетика, здравоохранение, финансы и так далее. Специальный комитет, состоящий из команды аналитиков и экономистов S&P, выбирает каждую из корпораций индекса на основе их ликвидности, размера и представляемой отрасли. Есть целый ряд требований, которым должна соответствовать компания, чтобы быть включенным в этот список. И вот некоторые из них. Находиться на территории США, иметь капитализацию выше 8,2 миллиардов долларов, регулярно подавать отчетность и не менее 50% акций должны быть в свободном обращении. Также цена одной акции должна быть не ниже $1, и это только часть обязательных требований. Инвесторы часто используют S&P 500 в качестве эталонного индекса, относительно которого измеряются все другие инвестиции. Индекс S&P 500 является средневзвешенным, а это значит, что компаниям с большей капитализацией отдается больший вес в индексе. Знание весовых коэффициентов секторов S&P важно, так как секторы с наименьшим весом могут иметь незначительное воздействие на общее значение. Например, если цены на нефть растут и приносят увеличение прибыли для энергетического сектора, надо помнить, что акции этого сектора составляют всего 4,5% от индекса. В результате повышение цен на нефть может не привести к значительному росту S&P в целом, если более весомые сектора не показывают хороших результатов. Давайте рассмотрим 5 крупнейших секторов и их вес S&P на 31 июля 2023 года. Информационные технологии. Вес этого сектора составляет 28% от индекса, и это наибольший показатель. Эта категория представлена такими гигантами, как Adobe, Apple, Cisco, HP, IBM, Intel, Microsoft, Motorola, Nvidia, Oracle и другими. Второй сектор – это охрана здоровья.
Из общеизвестных компаний здесь представлены Pfizer и Abbott. Финансы 12,6%, занимает третье место по весу в индексе. В данный сектор входят компании MasterCard, American Express, Visa, PayPal и другие. Следующий сектор – это потребительские товары циклического спроса, который составляет 10,6%. Сюда входят производители автомобилей, одежды, ювелирных украшений, обуви, мебели и так далее. Сектор представлен в том числе такими компаниями, как Tesla, Marriott, McDonald's, Airbnb, Amazon, Starbucks и Nike. Промышленные компании составляют всего 8,5% от всего индекса. И сюда входят такие компании, как Boeing, Delta Airlines, United Airlines, FedEx, Uber и другие. Давайте рассмотрим, какие именно компании по отдельности занимают наибольший вес в S&P 500. Но тут есть нюанс. Узнать достоверно напрямую мы не можем. Ориентиром в этом случае служит ETF Trust, биржевой инвестиционный фонд, который стремится отслеживать показатели индекса S&P 500. Итак, крупнейшие по весу компании из индекса S&P 500 на сегодняшний день – это Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon и Meta. Любопытно, что 6 и 7 место занимают акции класса А и С компании Alphabet или Google. В сумме они могли бы занять 4 место, но поскольку представлены разными классами, занимают строчки ниже. Таким образом, сегодня мы рассмотрели историю создания индекса S&P 500, показателя, который фактически отражает состояние всей экономики США. Узнали, кем и зачем он был создан, что изменилось в нем за прошедшие десятилетия и какие компании или секторы экономики в нем представлены. Если тема была интересна, дайте знать в комментариях. До встречи в следующих выпусках.